Сегодня все артисты российского шоу-бизнеса и преданные поклонники Надежды Кадышевой скорбят вместе с известной певицей. Несколько часов назад в Москве на Кунцевском кладбище проводили в последний путь внука Надежды Никитишны Алексея. Безутешную Надежду Кадышеву вели под руки музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и ее супруг Александр. Чуть позже к траурной процессии присоединились Надежда Бабкина с Евгением Гором, певица Валерия и композитор Виктор Дробыш. К сожалению, на прощание с Алексеем произошло ЧП. Надежда Кадышева выгнала с похорон родного сына Григория. Да и для самой певицы все закончилось весьма печально. Центральные СМИ сообщили подробности печального события. Внук Надежды Никитишны, 7-летний Алексей, ушел из жизни, не выходя из медикаментозной комы, вызванной дорожно-транспортным происшествием. Александр и Надежда Кадышевы обвинили своего сына Григория в преступной халатности. Алексей в момент аварии находился на переднем сидении автомобиля, что в итоге и привело к трагическим последствиям. Жена сына Кадышевой, Маргарита Смелянская, больше известная как певица Ри, не простила мужу смерть сына и подала на развод. На похоронах она появилась отдельно от своего супруга. Разбитая горем, Надежда Никитишна рыдала около гроба внука, но не позволила своему сыну проститься с Алексеем. Стало известно, что в тот трагический июльский вечер, когда произошла авария, сын Кадышевой вместе с сыном и женой отмечали семейный праздник в ресторане, употребили спиртное, но не приняли мер предосторожности и возвращались домой на собственной машине. Еще в день аварии Надежда Кадышева заявила: «Если Алексей не поправится, я это своему сыну не прощу». 37-летний музыкальный директор Григорий Костюк во избежание гнева матери был вынужден покинуть траурную процессию, так и не простившись с сыном. К сожалению, на похоронах внука у Надежды Кадышевой произошел нервный срыв. С диагнозом гипертонический криз артистка была срочно госпитализирована. Еще ранее появилась информация, что в связи со страшным семейным горем Надежда Кадышева собирается завершить творческую карьеру.